НАТО нападает на страны Варшавского договора. Советские войска переходят в массированное контрнаступление. Это сценарий штабной игры, проведенный в конце 70-х годов. Ее главным героем стал наш новейший танк Т-80. По расчетам, уже к утру пятого дня наступления Т-80 выходили к Атлантическому побережью Франции. За это 80-ка получила прозвище «Танк Ла-Манша». Танк Т-80. Основа ударной мощи сухопутных войск нашей страны. На вооружение эта машина была принята еще в 1976 году. И вот уже 30 лет 80-ка считается одним из лучших танков в мире. К концу 60-х годов советская армия располагала наиболее совершенной в мире бронетехникой. Наши Т-64 по всем параметрам превосходили все зарубежные аналоги. Мнение авторитетных военных экспертов всего мира было почти единодушным. 64-ка – танк, достигший совершенства. Но уже в 1965 году США и ФРГ начали совместные работы по созданию танка нового поколения. Предполагалось, что новый танк будет отличаться усиленным вооружением, бронированием и подвижностью. От советского танкостроения потребовался адекватный ответ. Им стал танк Т-80. Свое происхождение 80-ка ведет от знаменитого Т-64 и по существу является его развитием. По отдельным элементам конструкции Т-80 полностью повторяет своего предшественника. Например, пушка, боеприпасы, автомат заряжания, отдельные узлы системы управления оружием у 80-ки точно такие же, как у Т-64. Ходовую часть 80-ка также частично заимствовала у 64-ки. Из-за повышения динамических качеств машины опорные катки стали большего диаметра, а беговые дорожки гусениц были обрезинены. Но есть у Т-80 и весьма серьезные отличия от предшественников. За счет усиления бронирования масса танка возросла до 42 тонн. В то же время новый газотурбинный двигатель мощностью в 1000 лошадиных сил обеспечил танку скорость в 70 км в час. В те времена это была рекордная скорость для боевых машин с такой массой. По этим характеристикам Т-80 обогнал американский «Абрамс» более чем на 4 года. Т-80 – первый в мире серийный танк, оснащенный газотурбинной силовой установкой. При равных занимаемых объемах с дизельным двигателем она более мощная, что дает несомненное преимущество танку в маневренных, скоростных и разгонных характеристиках. При этом даже в 40-градусный мороз он легко заводится. Но у него есть и свои недостатки, такие как большой расход топлива и мощный тепловой выделяемый след. Газотурбинная силовая установка сжигает горючего чуть ли не в 4 раза больше, чем обычная дизельная. Это главная беда 80-ки. Однако прожорливость танка компенсируется количеством топлива, которое он способен взять на борт. Емкость топливных баков, которые находятся только внутри машины, более 1000 литров. Еще 680 помещается в 5 наружных баках. Также можно устанавливать на броню еще 3 дополнительные бочки по 200 литров каждая. То есть Т-80 может вести на себе почти 3 тонны горючего. Позднее были созданы и более экономичные дизельные варианты 80-ки. Именно высокая скорость и позволила когда-то Т-80 заслужить на Западе гордое прозвище «Танк Ла-Манша». В свое время, благодаря слухам и западным радиоголосам, достоянием общественности стал один почти курьезный случай. Во время учений в Восточной Германии наши 80-ки выполняли обходной маневр. Они вышли на скоростное шоссе под Берлином и пронеслись по нему, обгоняя туристические автобусы. Гости ГДР с удивлением смотрели на огромные танки, двигавшиеся почти со скоростью автомобиля. Не менее, а может быть и более важная, чем скорость, характеристика для танка – это маневренность.
Ее машине также дает мощнейший двигатель. На поле боя танку приходится маневрировать постоянно, преодолевать рвы, воронки, искать удобные позиции. Маневренность и скорость Т-80 были отмечены даже знаменитым соловьем Пентагона Томом Кленси в его романе о конфликте между Советским Союзом и странами НАТО. Обычно Т-80 сравнивают с американским Абрамсом, который так же, как и 80-ка, имеет газотурбинную силовую установку. По большинству характеристик это сравнение далеко не в пользу американцев. В первую очередь наш танк намного меньше и по габаритам, и размерами. А вот удельная мощность намного выше. Соответственно, выше и скоростные характеристики. Более того, как показали испытания, силовая установка 80-ки способна бесперебойно работать в таких условиях, при которых двигатели Абрамсов глохнут чуть ли не сразу после начала работы. Пример. 91 год, операция «Буря в пустыне». Когда как раз-то поднялась там песчаная буря, через 15 минут все танки встали, потому что у них были забиты воздухоочистители. Танки просто стояли и представляли собой 60-тонные груды металла, бесполезного причем. Наши Т-80 работают и в лютый мороз, и в жару, и в песках, и где угодно. Работу двигателя в пыли обеспечивают специальные системы, которые были разработаны нашими двигателистами. Это система виброочистки лопаток, которая сбрасывает пыль. Нагары на лопатках не образуются, и двигатель прекрасно работает даже в таких жестких условиях. Газотурбинный двигатель и совершенная ходовая часть обеспечивают и еще один жизненно важный для танка показатель – исключительную плавность хода. Снижение рывков и тряски – это не только сохранение высокой боеспособности экипажа, но и скорость и точность стрельбы. Танки мы научились делать намного лучше, чем автомобили. 80-ка по пересеченной местности идет намного лучше, чем лимузин по шоссе. Основное оружие 80-ки – 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, она же пусковая установка для управляемой ракеты. Боекомплект состоит из 38 выстрелов, подкалиберными, осколочно-фугасными и кумулятивными снарядами. 28 из них размещаются в карусели механизированной боеукладки. 3 выстрела хранятся в боевом отделении и еще 7 снарядов и зарядов в отделении управления. Снаряд. По команде наводчика конвейер начинает вращаться, выводя лоток с выбранным типом боеприпаса на линию заряжания. Затем лоток по специальной направляющей при помощи гидравлического подъемника поднимается вверх, на линию досылания, после чего заряд и снаряд проталкиваются в зарядную камеру. После выстрела поддон улавливается специальным механизмом и перекладывается в освободившийся лоток. Темп стрельбы 6-8 выстрелов в минуту. Это довольно много для орудия такого калибра. При этом скорострельность не зависит от физических возможностей заряжающего. В случае выхода из строя автомата на 80-ке можно вести заряжание и вручную, хотя, естественно, темп стрельбы резко снижается. Физическая сила при этом будет далеко не лишней. Без автомата заряжания современный танк представить просто невозможно. Но есть у этой автоматики и недостатки. Из-за массивного устройства в башне Т-80 стало довольно тесно. Для бесперебойной работы автомата снаряды в боеукладке танка размещаются вертикально. По мнению специалистов, это повышает риск детонирования боезапаса при попадании в танк снаряда или гранаты. Впрочем, у 80-ки есть средства, чтобы вообще не подпускать противника на дистанцию поражения. Управляемая ракета может практически гарантированно поразить любую бронецель на расстоянии до 5 километров. Ни одна, даже самая совершенная пушка не пошлет снаряд с такой точностью. Слишком много внешних факторов: температура воздуха, давление, ветер. Полет ракеты корректирует опытный оператор. С пушкой спарен пулемет ПКТ калибра 7,62 мм.
Для стрельбы по воздушным целям имеется пулемет НСВТ калибра 12,7 мм, установленный на основании люка командира танка. Стрельбу ведет командир, находясь на броне при открытой крышке люка. На более поздних модификациях танка этот недостаток устранен. Боевое отделение по компоновке практически ничем не отличается от Т-64Б. Командир танка справа, наводчик слева от пушки. Механик-водитель находится в носовой части корпуса. Меня бы в танкисты не взяли, слишком большой рост. Я здесь помещаюсь с трудом и ехать могу только по походному. Вот уже 30 лет Т-80 остается одним из лучших основных танков. Для танкиста танк – это не только боевая машина. Во время учений и маршей танкисты практически живут в танке. То есть боевая машина становится самым настоящим домом для военнослужащих. В этом отношении 80-ка очень хорошая машина. Ее конструкция вполне эргономична и обеспечивает максимальные условия для выживания и проживания экипажа. В лютые морозы 35-40 градусов, и чувствуешь себя очень комфортно в этой машине. Настолько хороший стоит обогреватель, что у меня солдаты просто-напросто, которые находились внутри танка, они раздевались при 35-градусном морозе. Кроме того, вот эта газотурбинная силовая установка, ее часто использовали и для сушки одежды, и для разогрева пищи. Потом такая вот плоская крыша моторно-трансмиссионного отделения, она давала возможность ночевать на этом танке. Снизу так хорошо подогревает, радикулит не страшен, в общем-то. Что касается критических высказываний западных экспертов относительно того, что в наших танках очень тесно, негде повернуться и невозможно встать в полный рост при закрытом люке, то у многих наших специалистов на сей счет мнение прямо противоположное. Вот эта теснота, которая, мнимая, будем говорить, теснота, которая в наших машинах, это, наверное, даже плюс. Почему? Потому что при совершении маршей, при движениях на больших скоростях по пересеченной местности, сидишь зажатой аппаратурой, ни об чего не бьешься. Сейчас оборудование в танках такое, что танкисту не надо там бегать по танку, нету заряжающего, как там на леопардах или на абрамсах, не надо шарахаться там из угла в угол этого танка. Все пульты под руками, все приборы под руками. Нажимай себе кнопочки, занимайся своим делом, и все прекрасно. Знакомый всем кадр – прыжок Т-80. Именно за это его прозвали «летающим танком». Придется ли делать такие прыжки с трамплина на поле боя? Маловероятно. Но это не просто эффектный номер, исполняемый на ярмарке вооружений для потенциальных покупателей. Это демонстрация высочайшей надежности танка и того, насколько он обеспечивает выживание экипажа. Может быть, совсем скоро появятся танки-роботы или управляемые дистанционно. Но пока главная деталь в любой бронетехнике – человек. Чтобы нейтрализовать танк, не обязательно пробивать броню, достаточно вывести из строя членов экипажа, ранить, контузить. Можно только представить, какое сотрясение испытывает многотонная машина во время приземления и насколько хороши системы амортизации, если танкисты после полета чувствуют себя нормально. Когда американские танкисты попытались повторить прыжок Т-80, прыгнуть им удалось. Но механик-водитель получил тяжелое повреждение позвоночника. С тех пор от идеи летающего танка в США отказались. Стрельба из пушки в полете
тоже предмет восторга широкой публики и специалистов. Такой выстрел вполне может достигнуть цели. Для автоматики танка стрельба в полете ничем не отличается от стрельбы во время движения. Для эффективной стрельбы на ходу пушка танка стабилизируется в двух плоскостях наведения, а комплекс управляемого вооружения «Кобра», а позднее более совершенная «Рефлекс» и автоматизированная система управления огнем, состоящая из лазерного прицела-дальномера, баллистического вычислителя и стабилизатора, обеспечивает поражение танков противника управляемой ракетой на дальности до 5 километров с вероятностью до 80%. Низкий силуэт 80-ки – серьезное преимущество на поле боя. В прижатую к земле мишень намного труднее попасть. Лобовую броню танка пробить очень трудно. По сравнению с ней, двери лучших банков – обычные куски металла. Башня 80-ки летая. В лобовом секторе имеет комбинированную броневую защиту. Остальное бронирование корпуса и башни – монолитная стальная броня различной толщины. Борта корпуса защищены резинотканевыми противокумулятивными экранами. По мнению специалистов, в том числе и западных, броневая защита 80-ки соответствует уровню танков 4-го поколения, в том числе и таких танков, как «Абрамс» и «Леопард». Но у него, как и у других танков, есть свои уязвимые места. Это погон башни, бортовая проекция и днище. Начиная с 1985 года на 80-ки начали устанавливать системы динамической защиты. Прямоугольные коробочки, покрывающие башню, корпус и борта танка, в значительной степени усилили защищенность. Принцип действия динамической защиты в принципе очень прост. Ставится металлическая коробка, контейнер, в которой располагается небольшой заряд взрывчатого вещества и стальная пластина. При подлете и ударе и срабатывании взрывателя кумулятивного боеприпаса на коробке динамической защиты инициируется взрывчатое вещество, и стальная пластина выбрасывается навстречу образовавшейся кумулятивной струе. Когда она выбрасывается и летит навстречу, естественно, принимает на себя основную часть энергии этой струи вот эта вот самая пластина, тем самым значительно ослабляя действие кумулятивной струи. И ее уже потом не хватает для того, чтобы осуществить пробитие основной брони танка. На более поздних модификациях Т-80 начали устанавливать комплекс оптико-электронного подавления «Штора», которая, как показали испытания, довольно успешно сбивает с курса управляемые ракеты и корректируемые артиллерийские снаряды противника. Бои лоб в лоб, танк на танк или танк против противотанкового орудия, гранатометчика в современной военной практике случается нечасто. Танковое сражение и борьба с танками – это засады, маневрирование, когда каждый старается поразить цель в наиболее уязвимое место. Какой бы мощной ни была броня, ни один нынешний танк не является неуязвимым. Как отмечают специалисты, последние модификации Т-80 по огневой мощи, защищенности и скоростным характеристикам вполне соответствуют требованиям современного боя. Как ни парадоксально, но это подтвердили даже трагические события времен Первой Чеченской войны. Тогда, без учета реальной боевой обстановки, бронетехника была введена в Грозный, буквально кишевший вооруженными до зубов боевиками. Очевидно, что ввести танки в незачищенный населенный пункт без поддержки пехоты значит обречь их на уничтожение. По подсчетам экспертов, тогда на каждый танк приходилось не менее 10 гранатометчиков. Даже несмотря на отсутствие на многих танках динамической защиты, неготовность танкистов к боям в городских условиях, Т-80 продемонстрировали феноменальную живучесть. Прежде чем подбить, в них стреляли до 10 и более раз. В пораженных танках насчитывалось в среднем от 3 до 6 пробоин. В них били из подвалов, с верхних этажей, старались попасть в борта, в моторное отделение. Большая часть биографии Т-80 мирная.
Учения, демонстрации на выставках и проблемы, большие и маленькие. Давно назрела необходимость усиления бортовых экранов, которые, как показала практика, являются довольно слабой защитой даже от легкого противотанкового оружия. Необходимо разрабатывать отвечающее современным требованиям вооружение и бортовую электронику. Создает ненужные трудности и большое количество модификаций танка. Их целых 12. По мнению специалистов, решением этой проблемы могла бы стать разработка единого боевого модуля для всех модификаций танка. Ресурс модернизации у Т-80 достаточно велик. И все-таки новый танк России необходим. Пока же, в ожидании серийного преемника, сотни Т-80 постепенно приходят в негодность на консервации. Решить проблему с их хранением и восстановлением необходимо, по крайней мере до того, как новый танк заменит Т-80. Пока же разные модификации «восьмидесятки» пользуются неплохим спросом на мировом рынке вооружений. Один бывалый сирийский полковник в ответ на вопрос, хотел бы он заполучить в свою часть новый «Леопард», ответил, что было бы неплохо, но еще лучше приобрести обновленные Т-80, которые по некоторым параметрам превосходят «Леопарды». Еще в начале 90-х годов «восьмидесятка» чуть было не стала основным танком сухопутных войск Швеции. Тогда эта страна решила перевооружить свой танковый парк и встала перед выбором, какой танк покупать – наш Т-80У или немецкий «Леопард А-5». Несколько шведских экипажей приехали в Солнечногорский учебный центр осваивать Т-80. После этого наши «восьмидесятки» вместе с немецкими «Леопардами» проходили испытания уже на территории Швеции. После совершения различных маршей по горам, по снегам, по каменистой местности, специалисты шведские пришли к единодушному мнению, что в сравнительных испытаниях победил все-таки российский Т-80У. Но, тем не менее, выбор Швеции на покупку нового танка пал все-таки на «Леопард». Значит, решающую роль в этом сыграли события октября 1993 года. И правительство Швеции, побоявшись нестабильности обстановки в России, приняло решение закупить танки в Германии. Т-80 – неплохой источник дохода для Украины. Их производили на танковом заводе в Харькове. Только в 1999 году в Пакистан было поставлено 320 машин украинского производства. Российские «восьмидесятки» стоят сегодня на вооружении армий Кипра и Южной Кореи. Модернизированная «восьмидесятка» участвовала в крупном тендере на 1000 машин, объявленном правительством Турции. Гроза Северного альянса, танк Ла-Манша, вполне мог стать основным танком одной из стран НАТО.